Всем привет! В этом видео я поделюсь рецептами, как я украшаю пасхальные куличи. Приготовим кружева на желатине, гнездышко из шоколада и глазурь с потеками. Если вам интересно, смотрите дальше. Чтобы приготовить кружева на желатине, нам понадобится желатин, замоченный в холодной воде, сахарная пудра, крахмал и инвертный сироп. Вместо инвертного сиропа можно брать мед. По желанию можно добавить глицерин, тогда кружева более долгое время будут эластичные и не будут высыхать. Набухший желатин подогреваем, перемешиваем, добавляем сахарную пудру, перемешиваем до однородности. Добавляем инвертный сироп или мед. И в этом этапе уже эта масса остыла. Она слегка теплая, но не горячая. Добавляем кукурузный крахмал и все перемешиваем до однородности. Конечно, мелкие комочки немного останутся, но это ничего страшного. Пропустим через сито, и все в конце будет однородное. Кружева от этой смеси не получатся белые, то я добавляю совсем немного белого красителя и потом краситель нужного мне цвета. Это зеленый цвет в данном моменте. Пропускаю всю массу через сито. Сито очень мелкое, и если где-то не растворился краситель или остались какие-нибудь комочки, мы от них избавляемся. И в итоге получается однородная такая жидкая масса. Постояла при комнатной температуре какое-то время, и масса, конечно, застыла. Такая желейная стала. Перед тем, как наносить на коврик, подогреваем совсем немного, только до того момента, пока опять масса становится жидкая. Нам не надо горячую или очень теплую, просто чтобы была однородная жидкая. Наносим на коврик. Так как это смесь на желатине, то лучше работать довольно быстро. По одному кружеву наносим, сглаживаем, чтобы поверхность была гладкая, чистая. Всю лишнюю смесь снимаем. Это можно делать и силиконовой лопаткой, и спатулой. Потом так же само наносим следующие кружева. И пока мы наносим уже следующие кружева, предыдущие слегка застывают. Потом оставляем кружева при комнатной температуре. Время высыхания может быть от 2 часов до 24 часа. Это смотря какая влажность у вас в помещении. Я вам показываю, как уже кружева застыли через час. Они еще очень нежные, очень гибкие, мягкие, слегка липкие с этой стороны, которая была на коврике, но в то же время уже можно снять с коврика. Если подождать еще примерно 2 часа, то кружева высохнут с этой стороны, которая находится на коврике. Если не добавляем глицерин, то кружева гибкие будут примерно 12 часов.
Потом постепенно они начнут высыхать и становиться более жесткие. На колыч я кружева прикладываю с декор-гелем, промазываю колыч с декор-гелем и прикладываю кружева. Если кружева у вас уже высохли и более твердые, тогда декор-гель можно наносить на сами кружева. Но у меня эти кружева свежие, только приготовленные, поэтому я промазываю гелем кулыч и на него прикладываю эти кружева. Кружева из этой смеси готовятся очень просто, быстро. Результат мне нравится, только единственное, они не могут долго храниться. Они высыхают и становятся хрупкие, твердые. Чтобы они не высыхали, в любом случае надо добавлять глицерин. Далее приготовим глазурь. Нам понадобится сгущенное молоко, сахарная пудра, сухое молоко или сухие сливки. В чаше соединяем все ингредиенты, вначале перемешивая лопаткой и потом миксером. Миксером долго мешать не надо, только до того момента, пока смесь получается однородная, гладкая. По желанию добавляем красители. Красители подойдут как сухие, так и гелевые. Готовая глазурь получается довольно густая, но в то же время она тягучая, очень медленно течет и делает на поверхности подтеки. Поэтому, если хотим, чтобы подтеки были поменьше, то добавляем сухое молоко побольше. Если хотим, чтобы подтеки были по всем краям кулыча, то, конечно, тогда добавляем сухое молоко поменьше. Чем больше мы добавляем сухое молоко, тем менее тягучая будет глазурь. Глазурь на кулыче застывает примерно за 2 часа, но это тоже зависит от температуры, от влажности в вашем помещении. Наносим глазурь на кулычи и распределяем. Если мы оставим глазурь очень толстым слоем, то она потечет в ту сторону больше, где ей удобней. Поэтому чем ровнее мы ее наносим, тем ровнее будут эти подтеки по всем краям. Вначале кажется, что глазурь очень густая, но это не так. Она очень медленно будет сползать по краям и образуются подтеки. Поэтому ни в коем случае не добавляем сухое молоко меньше, а наоборот, лучше немного больше. По желанию наносим посыпки, пока глазурь еще сверху не застыла, и к ней можно прилепить различный декор.
Готовим шоколадное гнездо. Тут вообще все очень просто. Нам понадобится только шоколад, белый, темный, по желанию. Темперировать тут ничего не надо, просто растапливаем до однородности. Перекладываем в кондитерский мешочек, отрезаем кончик, оставляем очень мелкое отверстие, чтобы шоколад вытекал тонкой ниточкой. Тут нам понадобится стекло. Стекло надо поставить в морозилку на примерно 10-15 минут, чтобы он охладился. И потом наносим шоколад вот таким образом. Шоколад сразу застывает. Отрезаем края, отсоединяем от стекла по бокам. И потом берем или нож, или спатулу. И таким образом собираем вот эти шоколадные ниточки. Они как бы застыли, но в то же время они еще гибкие. Их можно согинать и делать вот такое гнездышко. Конечно, руки, если теплые, то мы берем руками и шоколад тает, поэтому надо делать очень быстро. Или можно руки тоже немного подержать в холодной воде, чтобы менее теплые были. Но если очень быстро делать, то теплые руки тоже не мешают. Если у вас нету стекла, то я думаю, у каждого в холодильнике, в морозилке, полки есть вот из стекла. И вот это стекло тоже можно использовать. Я пробовала делать такие гнездышка на металлической поверхности. Можно делать, если металлическая поверхность очень-очень гладкая, глянцевая. Если она будет уже такая матовая, потертая, то шоколад застынет и его не можно будет отсоединить. Лучше всего подходит стекло. Сделали одно гнездышко, поставили опять стекло в морозилку на пару минут, он опять охладился. И делаем следующее. Поэтому, если у вас есть 2 стекла, и вам надо приготовить больше таких гнездышек, тогда это все дело пойдет быстрее. Пока делаем одно, второе стекло стоит в морозилке, потом меняем стекла и опять готовим гнездышко. В целом, приготовить такое гнездышко очень быстро, просто, несложно. Тут не надо темперировать шоколад. И в итоге мы получаем вот такое красивое гнездышко для декора. Глазурь полностью застыла на кулыче примерно через 5 часов. К ней можно дотрагиваться, она полностью сухая. Но в то же время, если прижать посильнее, то под низом она остается такая мягкая, влажная. Ей засыхает только сама поверхность. Разрезать кулыч, конечно, удобней ножом пила, и глазурь, и шоколадное гнездышко, и кружева режется вместе с кулычом удобно, без проблем. Как я готовила кулыч, есть предыдущее видео. Это те же самые кулычи. Быстро, просто, вкусно. Эта глазурь мне нравится в том, что она готовится очень просто, быстро. В итоге получается вкусная, не липкая, удобно резать вместе с кулычом. Мы можем регулировать консистенцию глазури
чтобы она на кулыче оставалась более тонким слоем или более толстым слоем. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!